Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить необычный медовик-рулет «Медовый бархат». Рецепт невероятно простой. Готовим этот рулет буквально за 30 минут. Я сейчас держу его в руках. Стоит такой приятный медовый аромат. Мне кажется, медовик – это беспроигрышный вариант для праздничного стола. От этого десерта никто не сможет отказаться. Он такой домашний, такой ароматный, невероятно вкусный. Перед подачей к столу доставайте рулет заранее из холодильника, и тогда он будет сама нежность. Реально бархатный. Здесь воздушное, бисквитное, медовое тесто и сметанно-сливочный крем с орехами. Невероятное сочетание. Этот десерт буквально тает во рту. Для приготовления теста мне понадобится подготовлю противень, на котором буду выпекать бисквит. Размер 32 на 42 сантиметра. Выстелила его пергаментной бумагой. Смажу растительным маслом без запаха. В миску разбиваю яйца. Добавляю соль и сахар. Я использую тростниковый сахар, можно использовать любой. Хорошо взбиваю миксером в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Добавляю к взбитым яйцам мед. Мед важно использовать жидкий. Если мед у вас засахаренный, слегка его подогрейте. Хорошо перемешиваю. Вливаю растительное масло и также перемешиваю. Просеиваю в массу муку, пищевую соду. Соду ничем гасить не надо, она погасится медом. И корицу. Корицу используйте по желанию. Хорошо все перемешиваю венчиком. Легкими движениями сверху вниз, чтобы сохранилась пышность у теста. Аромат, конечно, потрясающий. Пахнет и мед, и корица. Посмотрите, какая получилась консистенция у теста. Очень легкая, воздушная. Выливаю тесто на подготовленный противень. Разравниваю все лопаткой. Отправляю тесто выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Корж нельзя пересушивать, он должен только слегка подрумяниться сверху. Обязательно проверяйте его готовность. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Бисквит я достала из духовки. Посмотрите. Он совсем немного у меня подрумянился сверху. Обязательно проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой, или просто пальцем. Палец должен пружинить. Снимаю корж с противня. Сразу накрываю его сверху пергаментной бумагой и переворачиваю. Снова его переверну. Если этого не сделать, он здесь начинает прилипать сверху. Я слегка обрежу края у бисквита. Буду их использовать для крошки, для украшения. Посмотрите, какой мягкий воздушный бисквит получается. Обрезки бисквита я поломала и сейчас измельчу еще в блендере, чтобы получилась такая пышная крошка. Для приготовления сметанно-сливочного крема мне понадобится добавляю сливки к сметане, всыпаю сахарную пудру, добавляю чайную ложку экстракта ванили. Хорошо взбиваю миксером. Чтобы крем хорошо взбивался, обязательно и сметана, и сливки должны быть холодными, из холодильника и жирными.
Буквально пара минут, и густой сметанно-сливочный крем у меня готов. Бисквит полностью остыл, и он остается вот таким очень нежным и мягким. Сейчас на него сверху я выложу крем. Но не весь, часть крема я оставлю для того, чтобы промазать рулет сверху. Оставляю примерно третью часть крема. Разравниваю лопаткой. И еще один важный момент. Сразу рулет я скручивать не буду. Оставлю его постоять немного с кремом. Хоть бисквит и мягкий, но надо, чтобы он немного еще пропитался кремом, и тогда он точно не сломается при сворачивании. Здесь в начале, где я буду сворачивать, начинать рулет, я крема выкладываю чуть больше. И в конце просто тесто немного смазываю кремом. И также сегодня я буду еще использовать грецкие орехи, 100 граммов. Я их предварительно обжарила на сухой сковороде и немного измельчила, но не слишком мелко, чтобы так орехи чувствовались. Посыпаю сверху на крем. Оставляю бисквит таким образом постоять минут 10 вместе с кремом прямо на столе. И при помощи пергаментной бумаги все аккуратно сворачиваю в рулет. Слишком туго я ничего не поджимаю, чтобы не сломать тесто. Просто аккуратно поджимаем и заворачиваем. Сразу рулет переношу на тарелку. Как видите, тесто настолько нежное, мягкое, оно вообще нигде не сломалось. И теперь рулет осталось украсить. Я опять-таки беру пергаментную бумагу, на которой выпекала бисквит, подкладываю здесь снизу, чтобы потом меньше было убирать. Сверху рулет я промазываю оставшимся кремом. Все обсыпаю кружкой. Традиционное украшение медовика. Посмотрите, какая уже получилась красота. Этот медовик получается настолько нежный, вкусный, его в принципе уже можно подавать к столу. Но я рекомендую все же дать ему немного времени пропитаться, тогда он будет просто нереально вкусный. Достаю бумагу. И, как видите, буквально полчаса, и вот такой шикарный десерт уже готов. Вы будете спрашивать у меня, какая у меня в итоге получилась длина рулета, сколько я обрезала. Вот рулет у меня получился 35,5 сантиметра. Перед подачей к столу доставайте рулет заранее из холодильника, и тогда он будет сама нежность. Я лично просто обожаю медовики. И у меня на канале их уже огромное количество, самых разных. И это что-то новенькое. Пробуем. Здесь потрясающее, такое воздушное, нежное тесто. Действительно, этот медовик-рулет получается бархатный, медовый, очень вкусный. Приятный сметанно-сливочный крем и орехи. Друзья, сочетание просто потрясающее. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикок «Позитивная кухня». Всем пока!